Я вас рад приветствовать на моем игровом и не очень канале Томи Скайру, или же простыми словами, всем привет. Последнее обновление Гвинсмода выходило 18 ноября. 4 месяца назад! Не спрашивайте, что я делал все это время. Короче, это очередное обновление Гвинсмода, в котором я добавил новые карты, фишки, пасхалки, секреты, отсылки и так далее. Надеюсь, вам будет интересно. Приятного просмотра. По традиции, давайте я поясню всем незнающим про мой проект. Гвинсмод V2 это моя попытка перенести Гаррисмод на телефоны, и мой проект основан на Гвинсмод 21, который выходил 3 года назад и создавался непонятными людьми во время пьяной драки. Я же доработал старый Гвинсмод и переименовал его. Конечно, сейчас мой проект и рядом не валялся с оригиналом, но уже есть свои фишки и в общем была проделана колоссальная работа. Сегодняшнее обновление может показаться небольшим и неинтересным, но я все равно запарился над тем, чтобы это все добавить, так что не обесценивайте мой труд. Давайте начнем с очевидного – новой анимации оружия. По сути, единственное, чем сейчас можно заняться, это ставить комбайнов и стреляться с ними. Поэтому я решил обновить старые анимации из второго Half-Life. Большинство новых анимаций было взято из мода Entropy Zero 2, но анимацию монтировки я взял из какого-то набора новых анимаций. Итого из оружия теперь намного лучше стрелять. Если же вам не нравятся новые анимации, вы можете удалить файл, который лежит по пути Half-Life 2 Custom, и у вас будут обычные анимации, как до обновления. Еще одно заметное улучшение – это новые фоны в главном меню. Раньше до этого был голубой фон, а теперь там картинки из оригинального Гаррисмода, которые чередуются каждый раз, когда вы заходите в игру. Как по мне, меню теперь выглядит прикольнее и интереснее. Перейдем к новому контенту. Теперь в главном меню можно выбрать две новые карты. Первая карта – это школа. Да-да, та самая, где ты учишься. Иногда FPS очень сильно проседает на этой карте, но в некоторых местах он более-менее нормальный. В общем, карта атмосферная, интересная и довольно-таки большая. Вторая карта уже поменьше. Это дом соседа из игры «Как достать соседа». Блин, извините, перепутал игры. Короче, из игры Hello Neighbor. Мне больше нечего добавить про эту карту, кроме того, что обе карты были добавлены по запросу подписчиков в комментариях. Кстати, вы можете написать в комментариях ваши предложения, что добавить в игру. Учтите, что я не могу добавить все. Например, меня очень много просили там про физган, некстботов, скибиди-толчков. Это все прикольно, я бы все это добавил, но это попросту технически невозможно. Для того, чтобы это все добавить, мне надо учить язык программирования, создавать мод на второй Half-Life и добавлять это все. Но это слишком муторно, я не собираюсь над этим проектом работать до конца моей жизни. Поэтому я этим и не занимаюсь. Ладно, отойдем от плохого, давайте идти дальше. Кроме карт были добавлены новые NPC, опять же сосед, а также солдаты Второй мировой. Я не хочу сильно распинаться на эту тему, так что я просто скажу, что они опять же были добавлены по просьбе подписчиков в комментариях. Ну, перейдем к более интересным вещам. Новые функции. Теперь можно удобно переключать режим гравипушки. В заряженном состоянии она напоминает физган. Но я думаю, вы сами понимаете, что это не то. Я бы с радостью добавил бы физическую пушку, если бы это было возможно, но это не так. Максимум, чем можно довольствоваться, это кнопки взять и положить в меню паузы. Ну и еще была добавлена возможность сделать повстанцев нашими врагами. За это спасибо моему подписчику, который оставил в комментариях команду, чтобы так сделать. Еще были добавлены новые пропы из оригинального Гарриса. Они включают ту самую куклу, какой-то шар напоминает структуру атома, картина, логотип разработчиков Гаррисмода, логотип самого Гмода, логотип Construct Inc. и прочие пропы, которые мне показались интересными. Ну и закончим мой рассказ мелкими исправлениями багов в самом меню, а также мелкими доработками по типу звукопереключения ноуклипа. Ну да, чуть не забыл про английскую версию. Видите ли, все чаще у меня в комментах появляются люди, которые не говорят ни по-русски, ни по-украински, иностранцы в общем. Поэтому, чтобы в мой проект мог сыграть любой желающий, я полностью перевел спан меню.
Было муторно опять копаться в каждой странице, но я все-таки сделал это. Всем англичанам я передаю привет. Ребят, я вот сейчас монтирую видео и вот чуть не забыл напомнить вам, чтобы вы снимали видео про мой проект. Реально, я иногда забиваю в поиск GreenSmod V2 и ищу ваши видео, оставляю комментарии там, лайки ставлю и так далее. Просто это, напишите в описании или в названии вашего видео собачка Томми Скайра, ну пинганите меня, да? И я это увижу, мне придет уведомление, и я под вашим видео оставлю комментарий, там лайк поставлю, в общем посмеемся вместе. Записывайте видео, мне будет интересно посмотреть, что вы там наснимали. Может быть кто-то снимет сериал в Гвинсмоде, не знаю. Там реально все инструменты есть, чтобы сериал снять. В общем, ребята, дерзайте, снимайте контент по Гвинсмоду и пишите меня, собачка Томми Скайра. Под конец давайте я вам расскажу, как установить этот мод. Для начала, игра очень требовательная. На моем телефоне Poco M4 Pro игра идет нормально. Так что можете сравнить мой телефон со своим. Во время установки вам нужно будет около 10 гигабайт места, а сама игра занимает 6. Если же ваш телефон подходит, то идем дальше. В описании я оставил несколько ссылок на архив. Скачивайте откуда вам наиболее удобно. Затем из Play Market вам нужно скачать любой файловый менеджер. Моя личная рекомендация это Z-Archiver. После того, как архив скачался, папку Source Engine нужно скопировать, где вам наиболее удобно. После распаковки в этом же архиве нужно установить APK файл. Во время установки вам может выдать, что это якобы потенциально нежелательное приложение. В программе нет никаких вирусов, так что нажимайте подробнее и все равно установить. После этого мы эту программу открываем и даем все разрешения. Я без понятия, зачем они нужны, но авторам мобильного Source Engine виднее, я считаю. Нажимаем кнопку «Указать путь» и вы ее проводите до папки Source Engine, после чего нажимаете кнопку внизу «Указать путь». Я вас поздравляю, игра установлена, просто нажимайте справа внизу кнопку «Запустить» и можете играть. А если вы хотите установить патч на английскую версию, скачайте еще один архив по ссылкам в описании и все его содержимое скиньте в папку Source Engine. И теперь ваше меню будет полностью на английском. На этом мое видео подходит к концу. Не забывайте оценивать ролик лайками или дизлайками, писать в комментарии ваше мнение или вопросы, ну и банально, подпишитесь на мой канал, если вам интересно мое творчество. Ну а вы были на канале Томми Скайра, увидимся в следующем видео.